Привет-привет! Обложилась планшетом, тетрадками и спешу вам рассказать про предстоящее лунное затмение, которое нас всех ждет 28 октября. И именно это затмение завершает коридор затмений, который начался 14 октября, солнечного затмения, о котором я вам рассказывала. Напишите, кстати, как у вас проигралось. У меня лично оно было в 3-м доме, проигралось по полной программе, вплоть до того, что я приняла решение идти учиться на психолога. Буду астропсихологом, чтобы еще глубже, еще качественнее уметь вам помогать. Напоминаю, меня зовут Саша, и я здесь рассказываю исключительно про западную астрологию. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Мне всегда приятно, связь и коннект с вами, это такая взаимная история. Ну и сегодня вам расскажу все, что знаю про лунное затмение. Итак, лунное затмение прежде всего у нас про завершение цикла, тренда, периода, каких-то событий в жизни. И именно туда, куда у вас попадает лунное затмение, там есть тенденция завершения чего-то. Так учили меня, и я вам так рассказываю. В отличие от солнечного, когда я вам говорила, что это начало, закладка, да, старт чего-то нового, лунное имеет абсолютно противоположное значение – завершение. Но это затмение, оно у нас буквально в завершение в кубе. Почему? Во-первых, оно в принципе само по себе уже завершает что-то, как лунное затмение, как финальная точка коридора затмений. Во-вторых, оно у нас служит завершением большого цикла затмений на оси Телец-Скорпион, которое началось у нас с ноября 2021 года. Вот за этот период с 2021 года в вашей жизни что-то могло тянуться, то есть тогда начаться, и вот сейчас может иметь логическое свое какое-то завершение. Это два, да, почему у нас завершение в принципе. Ну и третье, это то, что затмение у нас это последнее в этом 2023 году. То есть оно у нас завершает и как бы год тоже в том числе. Поэтому это затмение, оно, да, немного у нас такое, знаете, негативное по другим аспектам, помимо того, что оно в 5 градусе Тельца и особо продвинутые, как я всегда говорю, посмотрите у себя в натальной карте, вот постараюсь здесь расположить, где у вас 5 градусов Тельца, там у вас и будет ваше личное лунное затмение. Помимо того, что я вам сегодня расскажу, конечно же, общие тенденции, помните об этом, что это не есть инструкция к применению, не есть вообще стопроцентная такая информация конкретно для вашей жизни. Нужно учитывать контекст вашей жизни, нужно учитывать, как вы живете, с какими энергиями дружите, что вы за человек, что вы уже прошли, что вы еще не прошли из своих жизненных кармических уроков. Поэтому информация будет общая для всех знаков зодиака, но еще раз говорю, если можете, смотрите у себя, где у вас. Еще подсказочка такая, похожее затмение у нас уже было, тоже как и предыдущее солнечное в 2004 году, также 28 октября. Вот сейчас могут быть схожи темы и тенденции затмения того, если вы помните, что тогда было, и того, что сейчас будет. Опять же, повторяю, затмения у нас имеют достаточно долгую тенденцию, да, не ждите день в день буквально, хотя, честно скажу, например, солнечное затмение я проживала буквально день в день какие-то события, какие-то новости, и меня это саму даже удивило в этот раз, насколько оно было мощным. Возможно, у вас такая будет история и с лунным затмением. Еще одна важная вещь, особенно сильно, если вы можете посмотреть, да, где у вас будет затмение, конечно же, почувствуют люди, у кого затмение будет в угловых домах. Угловые дома в астрологии у нас штука очень важная, такая особенно сильная. Это 1, 4, 7 и 10 дома. Вот эти 4 дома, да, они у нас такие жизнеобразующие, влияющие особенно на события в судьбе, в жизни. Вот там тоже. Ну и, конечно, если у вас происходит соединение Луны с кармическими узлами, в том числе,
тоже будет иметь особую важность, но это для продвинутых. Дом, в который попадет лунное затмение, именно он будет такой, знаете, площадкой для каких-то событий в ближайшие полгода. Опять же, повторюсь, на завершение. Но особенно сильно еще могут почувствовать лунное затмение тельцы, родившиеся с 22 апреля по 10 мая, львы, родившиеся с 25 июля по 4 августа, скорпионы, родившиеся с 26 октября по 5 ноября, и водолей, родившиеся с 23 по 29 января. Вот для вас оно может быть чуточку ярче, чуточку эмоциональнее, чем для остальных. Ну и коротко пройдусь по тенденциям для каждого знака зодиака. Напоминаю, завершение, окончание какого-то цикла события, что-то у вас здесь высветится, станет понятней, станет яснее, но будет иметь тенденцию к завершению. Итак, Овны, у вас это второй дом гороскопа. Второй дом у нас, конечно же, прежде всего про деньги, про ресурсы. И здесь у вас может закончиться какая-то история с заработками, с приходом денег, с самооценкой в том числе, потому что второй дом у нас отвечает за внутренние ресурсы в том числе. Поэтому здесь возможно что-то такое, что повлияет на завершение вашего личного цикла касаемо ресурсов, денег, финансов, заработков, перераспределения денег в жизни. Тельцы, вы, конечно, герои этого затмения, потому что оно происходит в вашем знаке, поэтому здесь для вас может, в общем-то, завершиться все, что угодно, то, что касается напрямую вашей личности, ваши какие-то умозаключения, выводы о чем-то. Что-то такое может закончиться, что повлияет на вас в целом. Начиная от вашего тела, да, может какие-то операбельные вмешательства, заканчивая просто вот вашей личностью, вашим наполнением, вашим характером. И здесь важно смело это заканчивать, принимать решения, во главу угла ставить собственные ценности, собственные интересы и собственное «я». Близнецы, для вас затмение будет в 12-м доме гороскопа, что уже само по себе как завершение цикла, потому что 12-й дом у нас во многом дом избавления от чего-то. Избавление от зависимости, избавление от прошлого, избавление от того, что нам в принципе не нужно. Здесь, поскольку это 12-й дом, здесь может быть и какое-то, знаете, когда что-то тайное становится явным, когда, наоборот, что-то становится больше не секретом, потому что 12-й дом у нас про, конечно, секреты, про тайны, про сокрытие, про иммиграцию в том числе. Может быть, вы переехали и вот наконец-таки решите, что вы дома, да, что вы обжились. Либо же вы, наоборот, переехали и решили, что это не ваше и захотите вернуться назад. Либо вообще, в принципе, примите решение не уезжать, уезжать, и эти все мысли в вашей голове завершатся. В общем-то, это у нас про такое, знаете, вынужденное в какой-то степени уединение, да, может, вы долго находились в больнице, либо в каком-то санатории, да, либо еще где-то, где бы вы были вынуждены находиться долго в одиночестве. И такая вот история здесь закончится для вас. Раки, для вас это 11-й дом гороскопа, и 11-й дом у нас тоже в какой-то степени про завершение, но больше про результат. Про результат за проделанную ранее уже работу. И здесь, конечно, может что-то вам выплатят, заплатят, какой-то отзыв, да, вам отправят, какой-то фидбэк о том, что вы делали раньше. Это первое, если мы говорим о тенденциях завершения. Конечно же, 11-й дом у нас всегда про социум, про людей, про единомышленников. Здесь тоже может что-то завершиться. Может, вы уйдете из того места, где долго чем-то занимались, какое-то у вас хобби сменится, например, и будут люди эти уже в прошлом. Вы скажете, что мне эти идеи, например, не интересны. Вот 11-й дом у нас прежде всего он про идеи, про перемены, такие внутренние революции какие-то, про людей, которые соединены одной буквально цепью, одной нитью идей, взглядов, ценностей. И вот по этим темам здесь что-то может закончиться. Львы, для вас затмение происходит в 10-м важном доме гороскопа. 10-й дом у нас про карьеру, про статус, про авторитет, про иерархию, начальник, подчиненный, да, про социальный статус.
кем я являюсь в обществе, кем меня видит общество, то есть условный статус замужества или статус разведенного человека, статус родителя, туда же, в общем-то, да, потому что мы в глазах общества кем-то являемся. И здесь затмение может высветить какой-то результат, дать какой-то результат за проделанную работу, за проделанную какую-то дорогу в карьере, например, да, когда вы получите какой-то результат, либо завершение. Может, вы завершаете карьеру в одном месте, переходите в другое, или в одном статусе переходите на повышение, например. Вот все эти темы, касаемые сфер 10-го дома, здесь могут вам дать какой-то результат. Девы, для вас затмение будет в 9-м доме гороскопа, тоже важный, интересный дом. И он, конечно, здесь может символизировать завершение, например, образования или научной деятельности какой-то, потому что это у нас образование высшее, выше высшего. Также какие-то иностранные тоже дела, все, что связано с другой культурой, с другим менталитетом, с заграничным образованием, с публикациями ваших работ, да, научных трудов, книг, статей, преподавания, если вы преподаватель, идеология, философия, религия, вот у нас все туда же. Вот здесь вот может что-то закончиться, высветиться, дать вам какой-то жизненный результат. Может, у вас сменятся ценности, да, и вы будете верить абсолютно в другие вещи. Может, вы закончите преподавательскую деятельность, а может, вы закончите образование и получите диплом какой-то. Вот все здесь про это может случиться на затмение. Весы, для вас это 8-й дом гороскопа. 8-й дом очень интересный, очень глубокий. Но если мы говорим о завершении по лунному затмению, то тут, конечно, прежде всего приходит на ум завершение каких-то финансовых историй. Может быть, вы расплатитесь с ипотекой, отдадите какой-то долг, вам отдадут долг, да, это вот все деньги большие какие-то, но не совсем, знаете, наши, не совсем заработанные нами. Это наследство, это ипотека, это кредиты, это инвестиции, это дивиденды за что-то, это арендные деньги, да, вот эти вот все деньги, здесь что-то может завершиться, закончиться и выдать вам результат. Может, вам придут какие-то деньги от государства в том числе, тоже по 8-му дому. Какие-то кризисные ситуации, сложности, депрессии, последствия после каких-то сложных кризисов тоже здесь на эмоциональном, да, фоне тоже что-то может завершиться. Ну или еще как вариант наши сексуальные партнеры, люди, с которыми нас связывают интимные отношения, по ним здесь может быть какое-то изменение статуса. Либо вы расстаетесь, либо вы меняете статус ваших отношений. Скорпионы, вы тоже отчасти участники этого затмения, потому что ось, да, Телец, Скорпион. У вас это закономерно в 7-м доме. В 7-м доме затмения происходит дом отношений, дом партнерства. И здесь, конечно, напрашивается завершение вроде бы партнерских каких-то отношений. На самом деле это начиная от брака, в том числе, как минимум переход на новый уровень. Знаете, как работает? Там, где уже тонко, там рвется. Там, где есть еще шансы на более-менее здоровые нормальные отношения, могут они укрепиться, эти отношения. Касается это как личных отношений, муж, жена, надо понимать, что это речь о долгих отношениях, когда вы действительно уже партнеры, не романы мимолетные, да, никогда над нами имеет власть страсть какая-то, да, и такой туман вообще из чувств, а когда именно серьезные отношения длительные. Это касается и судов, в том числе здесь может быть судебное дело какое-то завершено, консультации, партнерство, бизнес-партнерство, вообще люди, с которыми вы делаете что-то. Вот по всем этим темам здесь может быть какой-то результат, может быть какое-то завершение. Стрельцы, для вас затмение происходит в 6-м доме гороскопа. 6-й дом, конечно же, здесь может вам дать какое-то завершение, понимание, ясность, высвечивание ситуации. Прежде всего по темам здоровья, вашего рутинного распорядка дня, когда я встаю, когда я ложусь, что я ем, как я себя чувствую, насколько у меня хорошее здоровье, да. Вот по всем этим темам, может быть, у вас будет какое-то понимание диагноза, например, да, либо вы найдете врача, которого долго искали, либо наоборот поймете, что со мной все хорошо, это все мои лишние там какие-то мысли, опасения, все у меня прекрасно. Либо, допустим, вы брали аскезу, например, да, о чем я говорила,
тогда по 6-му дому на солнечное затмение хорошо было брать аскезу от сахара, от алкоголя, от табака, у кого от чего, да, и вот вы вот завершаете этот цикл, супер, вот у вас результат. Либо был период длительный тренировок, диеты, у вас тоже завершение, вот такая история. Потом разные рутинные рабочие дела здесь тоже могут завершиться, вопросы с сотрудниками, с коллегами даже в какой-то степени, да, ясность какая-то может быть. Ну и ясность, конечно, здесь завершение может быть по животным в том числе. Если у вас есть животные, вам тут виднее, что у вас по ним может завершаться. Может животное выздороветь, может вы решили отдать в силу каких-то причин кошку, собаку или кого-то, допустим, друзьям или родственникам. Такое тоже может быть. Козероги, для вас лунное затмение происходит в 5-м доме гороскопа, мой любимый дом, как я всегда говорю, затрагивающий на самом деле несколько важных сфер человеческой жизни. И здесь может быть какая-то ясность, какое-то понимание, какой-то результат, завершение чего-то. Прежде всего по темам детей, да, то есть когда будет понятно что-то, то, что касается ваших детей. По темам чувств, эмоций, романов, знаете, вот таких вот неочевидных ситуаций, типа любовного треугольника, когда у вас какой-то тайный, может, неявный роман с кем-то, либо когда у вас несколько человек в этой романтической истории, да, и здесь может быть какая-то ясность, переход на новый уровень. Либо мы это все заканчиваем, либо мы переходим на новый уровень. Касательно разных бизнесов, связанных с ресторанами, отдыхом, какие-то азартные, может быть, игры, азартные дела, здесь все, что касается бизнеса, связанного с играми в принципе, здесь тоже может быть какое-то завершение понимания. Ну и просто банально отдых, отпуск, релакс какой-то, самооценка, любовь к жизни в том числе. Вот здесь вот что-то может так проиграться, что вам станет чуточку понятнее. Водолеи, для вас лунное затмение будет в 4-м важном доме гороскопа. 4-й дом у нас отвечает за недвижимость, за место жительства, за родителей. Вот по всем этим сферам здесь может быть что-то понятно, ясно, завершение какое-то, да, может быть будет ясность по вашему месту жительства, по покупке недвижимости, по продаже, по аренде недвижимости. Вот эти все вещи, это у нас все сферы 4-го дома, да, может вы там переедете наконец-таки, сделаете ремонт наконец-таки, расширитесь, примите решение о переезде, ясность какая-то. Родители в том числе, может быть важная какая-то новость, разговор, событие, касаемое вашей родни близкой такой. У нас это именно родители, это отчий дом, это родина. Вот эти вот все понятия, здесь они важны всегда, когда там что-то происходит. Смотрите, что будет именно у вас. Ну и рыбки, у нас с вами лунное затмение происходит в 3-м доме гороскопа. Разный дом тоже, затрагивающий несколько сфер человеческой жизни. И здесь может быть итог такой, знаете, как экзамен своего рода, спрос с нас, что мы усвоили, чему мы научились. Потому что 3-й дом у нас это символически как бы я ученик, да, дом обучения. Но в том числе, если буквально это дом школьного образования, может вы имеете отношение к школе, это дом вождения, дом автомобилей, дом каких-то недалеких командировок, соседей, братьев, сестер. Вообще общение такого ежедневного, с которым мы все сталкиваемся каждый день, условно в магазине, на улице, с соседями, в фитнесе, еще где-то. То есть это не близкий круг, но это вот это наше общение. Здесь вот что-то может тоже, какая-то новость, какое-то событие, может у вас соседи с любимые съедут, например, да, от вас. Вот по всем сферам 3-го дома здесь у нас с вами может быть какая-то ясность, какое-то понимание, какой-то результат в том числе. Вот, например, как я сказала в начале ролика, я решила учиться идти на психолога, да, теперь вот я снова студент, вот у меня по 3-му дому абсолютно результат. Смотрите, что будет у вас, и пусть все будет во благо.